Хей, как дела, друзья? Мы нередко с вами обращаем внимание на всякого рода странности, которые происходят в геймплее eFootball. Мы нередко обсуждаем их в комментариях под постами в соцсетях, мы обсуждаем их в рамках прямых трансляций, которые редко проходят на нашем канале, мы обсуждаем их в комментариях под роликом, и, в общем-то, наверняка каждый из нас хотя бы единожды, но жаловался на игровой процесс eFootball, сетуя либо на гандикап, либо на чересчур сильный состав у соперника, и, в общем-то, каждый так или иначе находил причину своего поражения. Но не так давно у моего англоязычного коллеги по цеху, вышел достаточно интересный ролик, который продемонстрировал всю проблему с игровым процессом eFootball, и я банально не смог остаться в стороне после увиденного, поскольку подобная картина, может быть и не прям вот в таком же проявлении, но в похожем, нередко проявлялась и у меня по ходу матчей, и я уверен, что вы также становились свидетелями подобного рода развития событий в тех или иных матчах. Поэтому настоятельно рекомендую после этого ролика ознакомиться с роликом с канала eFootball Universe, поскольку там не только все сказано, но еще и показано наглядно, то есть странный матч с множеством ошибок, который вот попал буквально-таки на прямую трансляцию и который получил свое отражение в рамках отдельного ролика. И в сегодняшнем ролике мне хочется поделиться своими впечатлениями от всех странностей, которые происходят с геймплеем, всех неочевидных моментах, гандикапе, неожиданном приоритете и странных ошибок от игроков, поскольку после обновления до версии 4.4.0 эти самые ошибки в игровом процессе стали еще более заметными. Поэтому устраивайтесь поудобнее и также не забудьте поделиться своим мнением в комментариях под этим роликом. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock, ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке, а также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock также проходят розыгрыши, а поэтому все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Прежде всего, стоит отметить, что гандикап — это неотъемлемая часть футбольных симуляторов, и как бы некоторые из вас мечтали, чтобы гандикап пропал из eFootball из года в год, это скорее всего не произойдет. Гандикап был всегда и в серии FIFA, и даже в серии PES. Просто вся разница в том, что у серии PES намного меньший онлайн, куда было меньше внимания, и с учетом особенностей игрового движка, что у одной, что у другой игры, гандикап в серии PES был заметен не так явно, как в серии FIFA. Соответственно, и охват у FIFA тоже был больше, поэтому и возможностей заметить это также было больше. Но, как мне кажется, постепенно, чем дальше мы заходим в степь eFootball, вот забывая про PES, переходя к eFootball, из части в часть гандикап становится все более заметным и все более ощутимым по ходу матчей. И если посмотреть на всю тенденцию развития eFootball и связывая это с темой, которую мы обсуждали не так давно, то в принципе понятно, почему так происходит. Да, я вновь обращаю ваше внимание на рейтинги игроков, поскольку они продолжают расти, мы получаем перевыпуск одних и тех же карточек, только с высшими рейтингами, соответственно составы тоже становятся сильнее, повышается совокупная сила, а поэтому иногда шансы надо уравнять, даже несмотря на то, что ваш соперник при наличии куда более слабого состава все равно может играть с вами на равных. Но это касается не только фри-то-плейных составов, это же касается и таких же донатных составов, когда по ходу всей встречи ты вроде как доминируешь, у тебя множество моментов, но ты не забиваешь из каких-то очевидных ситуаций. Или наоборот, у своих ворот ты позволяешь создать какие-то глупые моменты, когда твои игроки ошибаются на ровном месте. И вот как раз таки, вновь обращаясь к ролику с канала eFootball Universe, эти самые ошибки там наглядно и продемонстрированы, когда в самых неочевиднейших ситуациях игроки просто ошибаются с передачами, отдавая их совсем не в то направление, куда изначально планировал игрок, а именно автор этого канала. Но не все-то мне ссылаться на чужой опыт, поскольку я и сам замечал некоторые странности по ходу игрового процесса, и если не повторяться о всем том, что говорил предыдущий автор в своем видео, то мне хотелось бы отметить даунгрейд вашей команды во второй половине игры. Именно вот после обновления до версии 4.4.0, вне зависимости от того, как именно происходит игра, какой счет на табло, почему-то во второй половине игры твоя команда просто перестает играть. Дело доходит до абсурда, и когда у вас была равная игра в первом тайме, почему-то преимущество уходит к сопернику, и ты банально не можешь выбраться со своей половины поля. И получается такая абсурдная картина, что тебе приходится обороняться, только-только ты перехватываешь мяч, пытаешься что-то создать, только доходишь до центра поля, как сразу же весь креатив
хоть в большей, хоть в малой степени, он по сути прекращается, и ты снова теряешь мяч, и все повторяется по кругу. Ты вынужден обороняться, ты вроде бы отбиваешься, пытаешься бежать в атаку, и вновь теряешь мяч на середине поля, и снова так по кругу, пока ты в конце концов не пропустишь свой заветный мяч, а может быть и второй, а может быть и третий. И не знаю как у вас, но я спокойно проигрывал матчи, когда в первом тайме выглядел более-менее уверенно, когда вел со счетом и 2, и 3-0, и нередко эти матчи я играл в ничью или даже проигрывал, имея вот такое вот преимущество после первого тайма, поскольку вот получалась подобная картина, когда во втором тайме я банально не мог выйти в контратаку, вне зависимости от стиля игры, будь то контратака или же владение мячом. В общем-то, несмотря на все изменения касаемо движения игроков, в целом движения мяча, вот как в случае с передачами, когда они стали ощущаться у некоторых моделек покруче. Вместе с тем в геймплее появилась какая-то хаотичность, какая-то беспорядочность, на которую время от времени ты даже никак повлиять не можешь. И учитывая, что обновление не за горами, а именно в начале июня, будем надеяться, что вместе с этим также изменится и ситуация в игровом процессе. Но ваше же мнение, дорогие друзья, как и всегда, я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Сталкивались ли вы с чем-то подобным или же нечто иное? Поддерживайте это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!